сейчас господствуют в нашем мире. Are you familiar with this idea of planetary boundaries? Известна ли вам идея об ограничениях, Who планетарных has ограничениях? seen this graph before? Картинку эту видели раньше? Not many. Okay. Мало кто видел. So this was a very famous paper published in 2009. Это довольно известная статья, которая вышла в 2009 году In the journal Science. в журнале «Наука». Nature, sorry, Nature. Простите, в журнале Nature. It's a long list of very well-known scientists in Europe and the United States and Australia. И в списке авторов значатся очень уважаемые имена в ученом мире разных стран, в том числе Австралии. The paper shows how far we have come over the limits of nature. И в статье рассказывалось, насколько далеко мы зашли за допустимые пределы планеты. This is the, shall we say, evidence to support the book, The Limits to Growth. На самом деле эта информация очень хорошо укладывается в те идеи, которые высказаны в книге «Пределы роста». On some issues, we are over the limits. На данный момент мы уже за пределами. Climate, Изменение климата, biodiversity, утери биоразнообразия, the nitrogen cycle, проблемы с круговоротом азота в природе, and getting closer on water and other issues. и мы приближаемся к пределам по пресной воде и по другим видам ресурсов, доступным на планете. Quantitative analysis shows we are beyond nature's ordinary cycles. If you do a quantitative analysis, Если вы выполняете численный анализ, and you know your chemistry, и вы же химики все, then you would conclude that we are beyond nature's cycles. то тогда вы придете к выводу, что мы даже за теми пределами, которые обозначает журнал, и текущие достижения науки. Now I would like to tell you the origin of this paper. Несколько слов Алан может рассказать о том, как возникла эта статья. I have some inside information. У Алана есть инсайдерская информация на этот счет. Now I will show you where ideas like this come from. Алан покажет, откуда берутся такие идеи. Well, there you see. Между собойчик. This is a meeting at the shore of Lake Balaton in Hungary. Эта встреча была на берегах озера Балатон в Венгрии. All the others around the table besides me are very well-known scientists. Все вокруг стола, кроме Алана, это довольно известные и уважаемые ученые. But I made a very important contribution to this conversation. Но в ту беседу, которая произошла в тот момент, Алан внес очень серьезный, весомый вклад. I bought the beer. Алан купил пиво, поставил всем. The discussion was, do we have enough confidence in science now? Обсуждался вопрос, достаточно ли доверия сейчас к науке? Can we analyze how close to the limits we are? Насколько близко мы подобрались к пределам? And this group of eminent scientists said, yes, we can do that now. И эта милая группа ученых за столом подумала и сказала, да, мы можем это посчитать. One of them, with the beard, took that idea. Один из них, бородатый, воспринял эту идею серьезно. Began some dialogues with other scientists. Начал обсуждение с другими учеными. And that led to this. И в результате родилась эта статья. But I want to remind you that it's also important to have good beer. Но я должен всем честно сказать, что очень важно, чтобы пиво было хорошим. Now, this small joke has a serious purpose. На самом деле, в каждой шутке есть доля правды. Creative scientific ideas do not just come from study. Продуктивные научные идеи не рождаются даже после очень упорного труда. They come from friendship. Они появляются благодаря дружбе. They come from dialogue. Они рождаются во время разговоров. They come from the imagination. Они появляются из воображения. I don't have to remind anybody at the Mendeleev University about this. Но в Менделеевском университете, наверное, никому не надо объяснять важность пива. So, many of these ideas grew out of these annual meetings in Hungary at the Lake Balaton. Очень многие идеи рождаются во время ежегодных встреч на берегах озера Балатон в Венгрии. It was there that I first learned, for example, about exponential growth. Именно там Алан впервые узнал об особенностях экспоненциального роста.
and began to understand that things were changing faster than I understood. И начал осознавать, что вещи меняются быстрее, чем Аллан в состоянии это понять. More importantly, they're changing faster than our brains can understand. Самое плохое в том, что они меняются быстрее, чем мозг в принципе в состоянии понять. It takes great effort to achieve understanding about what these graphs mean. Для того, чтобы понять, что означают все эти графики, надо приложить мысленное усилие, довольно серьезно. Not only is it intellectually difficult, Это не только мысленно и умственно трудно, it's emotionally difficult. это эмоционально трудно. People don't like to understand. Людям не нравится это понимать. So it's too uncomfortable. Это вызывает неприятное ощущение, ощущение дискомфорта. So these are our boundaries. Это наши собственные границы. Not just physical boundaries in nature, Это не физические пределы в природе, but the boundaries of the mind, а наша собственная ограниченность мышления, the limits of our understanding, ограниченность нашего понимания. the limits of our psychology, Это лежит в психологии. and our willingness to understand. И вопрос в том, желаем ли мы понять. For example, I heard it was very hot in Moscow last year. Например, у Аллана есть информация, что прошлым летом, точнее летом 2010 года, в Москве было очень жарко. The director of your meteorological center said this: Это сказал директор нашего российского метеорологического центра. nothing like this has been seen in 1,000 years. Он буквально сказал, что за последнюю 1000 лет не наблюдалось ничего подобного. Absolutely unique. Уникальное явление. Abnormalities like this Такие отклонения от обычного хода вещей are becoming normal. становятся нормой. Floods in Pakistan, Возникают наводнения, другие природные катаклизмы. melting ice at the North Pole. На Северном полюсе тают ледяные шапки. Well, it's just data. Ну, это вроде как просто данные, просто цифры. But all scientists know that an anomaly means your theory is wrong. Но любой ученый знает, что отклонение от естественного хода вещей означает, что в вашей теории что-то неправильно. So we need new theories. Значит, нам нужна новая теория, Another trend. новая тенденция. We have many negotiations about the future of the world. О будущем мира сейчас ведется очень много переговоров. In Durban, there was a success recently. Недавно прошла довольно успешная встреча в Дурбане. The success was the negotiations will continue. Успех заключался в том, что переговоры будут продолжаться. Negotiations are sustainable. То есть переговоры ведутся устойчивым способом. Unfortunately, the results are not sustainable. К сожалению, результат неустойчив. Durban is the same as Copenhagen, В Дурбане произошло примерно то же самое, что с Копенгагеном. and Copenhagen still left very big gaps. Once again. Copenhagen negotiations left large gaps. В переговорах, которые велись в Копенгагене, были оставлены очень большие пространства для маневра. There's good news too, though. В этом, в принципе, это плохо, но есть и хорошие новости. Innovation's happening very fast. Происходят изменения в технологической сфере, инновации. Even economics is changing. Даже в экономике происходят изменения. Here is a famous group of Nobel Prize-winning economists. Здесь показана бумага, в составлении которой, это заголовок работы, в составлении которой принимали ученые, нобелевские лауреаты. Saying for the first time that maybe the GDP is not so important. Впервые экономисты, признанные ученые, заявили, что, наверное, такой показатель, как ВВП, не очень важен. Shocking idea. Для них это просто убийственная идея. Well, it's not new. На самом деле идея не нова. We have known this for 40 years. Аллан и другие коллеги знали это уже 40 лет назад. Not me. Аллан, I'm not so old. Аллан не знал, он тогда был еще маленький, но другие знали. What's new is who is saying this. Новость состоит в том, кто, наконец, смог выдавить из себя такие слова. China is saying this. Китайцы это сказали. France признали. is saying this. Франция это признала. Great is saying this. Великобритания это признала. They are creating new measures, Они разрабатывают сейчас новые показатели. changes to the GDP, Показатели, которые отражают изменения в величине ВВП. and also measuring people's well-being. И показатели, которые оценивали бы уровень благосостояния людей. Не финансовый, ощущаемый. I know that Russia should be in the OECD already.
Россия должна быть уже участником Организации экономического сотрудничества и развития. Here is what is waiting for you when you get there. Во всяком случае, все очень ждали, когда Россия туда попадет. The director of the OECD says this. Даже сам директор организации заявлял следующее. Growth, the way we used to do it, is not possible. Рост такой, каким он был раньше, далее невозможен. So, 40 years after the limits to growth, now we understand. Ну вот не прошло и 40 лет после появления книги «Пределы роста», как народ начал понимать. But I will tell you, the governments don't know what to do. Но, если честно взглянуть на вещи, правительство не знает, что делать. Business is the one that's learning what to do. Быстрее всех осознает, что делать бизнес. For years in the Western world, governments were the leaders. Многие годы в западном мире лидерами были правительства. Business followed reluctantly. За правительством бизнес следовал как вагон за паровозиком. Here's what I observe now. Совсем другая ситуация сейчас. Now business leads. Сейчас локомотивом является бизнес, Government follows reluctantly. а уже за ним идет правительство. I know this because I work with business. И Аллану это известно точно, потому что с бизнесом он работал сам. And this is what business says to itself. И эту информацию бизнес сам о себе говорит открыто. 4 key trends. Существует 4 ключевых тенденции. First, the market for sustainable products is growing Растет рынок для продукции, которую можно отнести к устойчивой. very fast. И этот рынок растет очень быстро. Here are 3 famous companies in Europe and the US. В Европе и Соединенных Штатах 3 очень известные компании, гранды бизнеса. All 3 have major goals on their economic growth. Все 3 компании поставили себе цели, которые связаны с экономическим ростом, но цели зеленые. GE — это General Electric. But they really seriously plan to reduce their environmental impact. При достижении экономического роста эти компании запланировали очень серьезное снижение воздействия на окружающую среду. The numbers are impressive. И цифры, которые показаны на слайде, производят впечатление. Биллион — это миллиарды долларов. Yes, exactly. Billions of dollars. Even I understand that. Даже Аллан понимает уже русский язык. A second trend. Вторая тенденция. Policy in some countries and the markets are pushing them